доброго дня. У меня лично утро. Сегодня такой солнечный день. Васечка, пойдем ветки попилим. Ой, какой красивый день сегодня. Тумана нету. Уже солнышко и мороз. -5 на градуснике, Алиса сказала. Вот. Иду пилить хворост. Пока снега нет. Чем больше я его запасу, тем легче мне будет потом топить печь. Вася! Кс-кс-кс. Вот. Почва уже так подмерзла. Чувствуется. Под ногами прям уже твердая такая. Жалко, снега нет еще. Надо бы, чтобы снежок выпал, а то замерзнет. У меня все как обычно. Каждое дело у меня теперь в приоритете. То есть очередность исполнения каждого дела. И благодаря этой очередности у меня все так, как надо. Вот. И самое важное сейчас запастись хворостом. С помощью хвороста очень легко растапливается печь. И для меня это самое ценное сейчас. Потому что впереди зима. Вот у меня в конце участка очень много этого хвороста. Сейчас буду таскать его к бане и пилить. Ну что, вот я напилила, значит, мешочек такой. Даже у меня еще немножко осталось, не все влезло. Оставила в баню. Для бани будет тоже хворост. Сейчас понесу его домой на веранду. Удобно в этом мешке хранить на веранде хворост, потому что он не рассыпается по всей веранде, а стоит скромно в уголочке и занимает мало места. Это что у нас тут за лежбище котиков? Сборная солянка. Вот один масеныш. Вот второй. Белочка третья и мамочка с ними. Поменялось место дислокации. Вот сестренки здесь спят, а мамочка с белочкой здесь. Белка, несмотря на то, что она уже кошечка такая взрослая и сама кушает, она по-прежнему сосет сисю мамину. В отличие вот от этих шалопайчиков. Такие в отрубе. Я не могу над ними. Положила им сюда лежанку. Она раньше на печке лежала, там Триша спала. Ну, теперь у Триши другая лежанка, а у этих другая. Вот Буся вылезла, чтобы белку покормить. А вот это еще одно из моих приоритетных дел. С понедельника по пятницу с 9 до 6 я зарабатываю денежку, сидя за ноутбуком. И, как вы понимаете, когда работаешь пальчиками по клавиатуре, нет возможности работать в саду или что-то делать по дому. Поэтому все свои бытовые дела я, конечно же, откладываю на выходные. Иногда с утра и вечером получается что-то поделать, но это очень редко. Вот сегодня за мной едет такси уже, и я еду в районный центр, чтобы забрать посылку на почте. И, как правило, я делаю такие дела по выходным. И, конечно же, у меня мало времени вообще на что-либо. Но, тем не менее, я стараюсь справляться. Я оставлю ссылку под видео в описании и в закрепленном комментарии. Луна, которая светит всегда в мои окна на кухне. Сегодня она вот такая. Красивая. Вышла поснимать луну. Ну, как-то она выглядит на камере очень так размыто.
Сейчас попробую приблизить нечеткие очертания. Приезжал сейчас курьер, вышла за посылкой. Смотрите, какая звездочка горит. На видео она может быть видна, да, она видна, но видны не все звезды, к сожалению. Вот сейчас вы видите черный экран. Я вижу здесь звездное небо. Я не знаю, как сделать так, чтобы были видны звезды. В городе у меня не было такой возможности наблюдать звезды, а здесь вот практически каждый день. Вот, смотрите, как смотрятся мои окна с улицы, когда темно. Здесь, конечно, можно подсмотреть, что происходит при желании, если забраться на участок. Но здесь нельзя посмотреть. Короче, надо еще одни шторы заказать. Сегодня мороз, раннее-раннее утро. И на стеклах веранды вот такой красивый взор. Ой. И заря вон там на фоне, видите? Солнышко встает. Очень красиво. Всем доброго утра. Смотрите, как трава покрыла синим сильно. Снега нет, на улице мороз, -11. Вон я печь топлю, дымок идет, греется мой домик. Я, значит, собралась выкидывать мусор и покупать продукты. На улице -11, и я собираюсь ехать на велике, представляете? Снега нет. Ну, видимо, пришло время осваивать зимние велопрогулки. Вот, сейчас поеду, посмотрю, как себя будет вести велосипед в такой мороз. Стою в поле. Здесь озимые покрылись инеем. Сейчас -11. И так красиво они переливаются на солнце. Но на видео это, наверное, незаметно. Прям искринки такие красивые. Вот, смотрите. Ну, в общем, на видео, как всегда, ничего не видно. Но на солнце это смотрится просто фантастично красиво. Как будто серебристым каким-то инеем посыпали и сверкает. Очень красиво. Съездила в магазин. Ну ничего, так нормально я проехалась на нем. Еще в мороз обнаружила такую проблему. Знаете, короче, у меня замок стал замерзать. Ну, он здесь автоматически защелкивается. И когда мороз, там, видимо, система как-то подмерзает. И он, ну, перестает работать. Короче, не знаю, что делать. Может быть, какой-то есть специальный замок уличный для морозов. Надо покупать замок нормальный на калитку на зиму. А то вот я его еле открыла. Придется каждый раз, что ли, мне кипятком, что ли, его ошпаривать, чтобы он открывался. В общем, нужно что-то придумать. Иду топить баню. Сегодня у нас мороз -11. Собрала вот банный пакет. Всегда собираю все, что мне нужно в бане сразу. И иду ее топить. Ой, вы посмотрите, какая изморозь на траве уже. Вот. А снега-то еще и нет. Слушайте, раньше, когда я была маленькой и ездила в деревню к бабушке, у нее там была баня по-черному. И всегда, каждый раз, вот мы с сестрой мылись с бабушкой вместе в бане. И каждый раз это была какая-то пытка. Почему? Потому что баня была по-черному. Весь дым загонялся
в помещение, да, и было очень душно. Бабушка любила очень прям так напарить, нажарить баню. И я всегда так задыхалась в этой бане. Для меня была пытка. Так вот, когда я купила этот дом, и здесь вот оказывается баня по-белому, я не знала, что раньше бывает баня по-белому. Вот. И здесь можно топить так, как я хочу. И можно не задыхаться. Короче, мое мнение о бане со времен детства поменялось кардинально. Вот. Теперь я просто кайфую от баньки. Вот. Сейчас буду ее топить.